Сегодня у нас такой ранний подъем. Всем доброе утро. Мы сейчас едем в Паяну Брашов, но посмотрели по камерам. Снега, конечно, нет, поэтому лыжные костюмы не надевали. Просто пройдемся, прогуляемся. И там есть один спа-отель Silver Mountains. Хотим посмотреть, можно ли, не живя в нем, просто побыть в бассейнах термальных. Если нет, тогда мы вернемся в Брашов, в Aquatic Paradise. Это тоже спа-отель. И уже часа 3 проведем там. Подожди, а на роликах нельзя будет с горы съехать? Можно. По траве? Можно. По траве. Вместо лыж. И ты? Солнце в глаза. Это дорога из Брашова в Паяну Брашов. В пути мы будем 12 километров. Обычно в феврале здесь лежат снега. В этом сезоне что-то творится аномальное с погодой просто. Ну что, вот такая вот печаль. Земля, здесь чуть-чуть льда, бугель, который работает. Никого нет. И вон там вдали где-то кучат кататься. Это даже не снег, это кусок льда. Лед. Да. Алис, пихай ногу. Ася тебя обувает, старается, а ты сидишь. Так могу. Я могу так, я так делаю. Вот здесь указатель на креселку. Решили мы пройти туда тоже глянуть. Алиса, давай подниматься. Смотрю на этот подъемник и вспоминаю пословицу. Стою на асфальте, я в лыжах обутый, или лыжи не едут, или я. Гена. А дальше кто на что гораст. Вот такая печальная картина. Дуйки даже не думают запускать. Все стоит, подъемник стоит. И кроме нас здесь никого. Вот это вот зеленая трасса, а вот это вот черная. У кого есть профессиональные ролики, пожалуйста, приезжайте, катайтесь. Возвращаемся мы обратно. Посмотрели на горнолыжный курорт и хватит. Поедем сегодня с детьми в аквапарк. Купальники заранее взяли с собой, потому что предугадывали, что будет такая погода весенняя и теплая. Едем кушать, потому что дети нормально не позавтракали, голодные. И перекусим. Мы уже все-таки решили в Брашове остаться в Aquatic Paradise на 3 часа. С этой точки тоже открывается вид на Брашов. Aquatic Paradise – просторный центр отдыха, несколько крытых и открытых бассейнов, сауны, ресторан и тренажерный зал. Стоимость за взрослого 55 лей за 3 часа. Мы сейчас выйдем на улицу. Нашли нормальный бассейн, горячий, потому что тот первый, вода была холодная, я такая, все, я купаться не буду. Ждем детей. Выход на улицу. И холодный. Не холодный? Алиса, там много детей, сильно не хочу туда идти. Здесь хорошо, вон, видишь, как на улице? Там глубоко, ты не встанешь там. Да? Там еще внутри, в том большом бассейне столько народу, скажи, много было, да? Пойдем поищем Асю стаи, где они. Они всегда так долго переодеваются у нас. Моя некий предметок, только я буду лилять. Войду тебя и будешь лилять. И Плываем? я сейчас хочу пойти на горку, но там очередь 150 человек. Хлебанула воды. Папа. Комплекс большой. Летом, конечно, здесь на улице целый аквапарк. Очень много горок, бассейнов. Сейчас работает на улице всего лишь один бассейн, в который можно выплывать, который я показывала. Ну, а остальное все крытое под крышей внутри. Огромное количество людей и особенно детей.
Так что с детками сюда отлично прийти. Тут для них и горки, и отдельные зоны. Вот. Но в общем людей очень много. Нашу Таю мы здесь потеряли на водных горках. Ей бассейны не очень интересные, джакузи, она весь день тут. Что-то слабенько, Тая. Пойдешь ко мне? Иди, я тебя возьму на ручку. Сейчас бульбашки у меня. Пойдешь? Давай. Не, ладно. У меня подпетый. Иди ко мне лучше садись. Я тебя покатаю. Мы наконец-то дождались, пока этот джакузи освободится. Это почти нереально, потому что одни и те же люди залазят и здесь попы себе массируют. И постоянно здесь все занято. Есть еще вот такая зона водопадиков большая. И в этом бассейне вода более прохладная, и мне здесь, честно говоря, холодно. Мы уходили в другой, который на улице, он самый такой нормальный. Хорошо. Где бульбашки? Почему их нет, а? Сейчас пойду. Заклиниваю. Здесь видно, да, джакузи включается Вручную. в определенное время, через определенное время. Как советский телевизор. Кулака. Есть еще вот такой бассейн для пловцов. Как обезьяна какая-то бегает в джунглях, да? Здесь отдельно целый комплекс саун, финская баня, хаммам. Мы ждем. И бульбашки туда смотрят, если они так красиво бурлила. И брызгается, нельзя брызгаться, течет и просто брызгать, нельзя. Алиса не слушается, брызги летят всем в лицо. Ася уже ругается на нее. Один финчик. Сама не иди, сама нельзя, только с мамой. Конечно, очень шумно здесь, дети орут, но со временем привыкаешь, и это не так сильно давит на уши. Вкусно? Если Алису вовремя не накормить, отдыха не будет никому в этой семье. Сколько еще времени осталось? У нас еще осталось, наверное, 15 минут, и надо уже к выходу двигать. Да мы тоже же сейчас идем. За 15 минут до выхода мы с Алисой еще решили посидеть немного в джакузи. И наконец-то здесь почти никого нет. Если вы отдыхаете в Брашове, один день однозначно можно уделить этому месту. А мы едем дальше в маленький городок по соседству, который называется Рышнов. Посмотрите, какие одинаковые цветные кукольные домики здесь.
После бассейнов термальных мы заехали в Рашнов, хотели подняться вон в ту крепость, которая на горе. Но у нас семья ленивцев. Алиса сказала, что она хочет спать. Тая тоже не хочет, Ася не хочет идти. И крайняя точка, где можно было оставить машину, от нее нужно было еще километр фигачить в гору. Ну, короче, сегодня у нас этот поход не задался. Едем сейчас поужинаем где-то и будем уже отдыхать дома в нашей квартирке в Браше. Приехали домой, у нас сегодня дети шеф-повары готовят пасту. Тая? На, еще тут кусочек. А мы будем пробовать потом. Тот же самый, да. Садимся пробовать Асину пасту. Выглядит очень вкусно. А запах какой? У нас вечерний дурдом. Тая здесь вспоминает пропущенное сегодня занятие на полотнах. Алиса тренируется в другой комнате. Тая, ты уже хвостиком помыла весь пол, по-моему. В прихожей в нашей. У нас был долгий спор, что делать завтра. Ехать в замок Дракулы или в Буштены, во дворец Кантакузина. Туда хотела Тая. Сейчас будем тянуть жребий. Давайте, выбор сделан. Не подсматривать. Откроем все вещи, да? Дай, бери. Одну нет, мы еще сразу по две выбираем. Нет, по одной? Давай. У меня Буштена. Дракула. Дракула.